В разгар летней жары ничто не кажется более освежающим и полезным, чем стакан холодного арбузного сока. Его яркий цвет, сладкий вкус и легкая текстура создают ощущение, что вы делаете что-то хорошее для своего организма. Многие из нас с удовольствием тянутся к этому напитку, считая его идеальным выбором для утоления жажды без чувства вины. Но задумывались ли вы, что этот любимый летний напиток может быть не так безобиден, как кажется на первый взгляд? За его привлекательной простотой скрывается несколько важных нюансов, о которых редко говорят. Проблема не в самом арбузе, а в том, как мы его употребляем. Когда мы превращаем его в сок, мы теряем клетчатку и получаем концентрированную дозу сахара, которую легко выпить за считанные минуты. Многие уверены, если продукт натуральный, значит его можно пить без ограничений. Но даже натуральные соки могут быть коварными, если не знать меры. Это опасное заблуждение, особенно когда речь идет о фруктовых соках, которые могут содержать почти столько же сахара, сколько и газированные напитки. Сегодня мы разберем самую распространенную ошибку, которую совершают люди с арбузным соком, и узнаем, как этот напиток может превратить полезное лакомство в потенциальный риск для здоровья, если не соблюдать простые правила. Вы узнаете, как правильно пить арбузный сок, чтобы получать максимум пользы и минимизировать возможный вред. Мы расскажем, на что обращать внимание при выборе и приготовлении напитка. К концу этого видео вы получите практические советы, которые помогут сделать каждый глоток не только вкусным, но и действительно полезным для вашего здоровья и самочувствия. Готовы узнать секрет безопасного и осознанного употребления арбузного сока? Тогда оставайтесь с нами и откройте для себя новые факты о любимом летнем напитке. Самая большая ошибка, которую совершают многие люди, когда речь заходит о таком, казалось бы, безобидном напитке, как арбузный сок. Это привычка пить большое количество арбузного сока натощак, считая его исключительно полезным способом быстро утолить жажду и зарядиться витаминами. Но когда вы превращаете арбуз в сок, вы фактически удаляете всю ту самую клетчатку, которая в натуральном фрукте замедляет усвоение сахара. Без клетчатки фруктоза из сока моментально попадает в кровь, и буквально за считанные минуты ваш организм оказывается под ударом огромной дозы сахара. Если же вы едите арбуз в его естественном виде, вам приходится жевать, и насыщение наступает гораздо быстрее. Это естественный механизм, который защищает вас от переедания и чрезмерного потребления сахара. Приготовление сока обходит эти ограничения. Вы легко выпиваете несколько стаканов, даже не замечая, сколько сахара поступает в организм. В результате вы получаете гораздо больше фруктозы, чем если бы просто съели пару ломтиков арбуза. Такой резкий скачок сахара в крови может привести к неприятным последствиям – головокружению, усталости, а со временем к проблемам с обменом веществ и даже риску развития диабета. Наши тела эволюционно приспособлены к цельным продуктам, где сахар поступает медленно и в сочетании с клетчаткой, а не к концентрированным фруктовым сахарам, которые мы получаем из сока. Проблема не в самом соке, а в том, как мы его употребляем – быстро, без клетчатки и зачастую в чрезмерных количествах, не задумываясь о последствиях. Это, на первый взгляд, безобидная ошибка создает почву для всех последующих негативных последствий для здоровья, которые могут проявиться не сразу, а со временем. Пришло время переосмыслить, как мы наслаждаемся этим летним фаворитом, чтобы получать от него максимум пользы и минимум вреда. Когда вы выпиваете большой стакан арбузного сока, вы отправляете в свой организм мощную волну фруктозы, которая практически мгновенно попадает в печень. На первый взгляд, кажется, что это просто вкусный и освежающий напиток, но внутри вашего тела запускается сложный биохимический процесс. В отличие от глюкозы, которую могут использовать почти все клетки организма, фруктоза почти полностью перерабатывается печенью. Если вы пьете сок часто или в больших количествах, печень быстро перегружается и начинает превращать избыток фруктозы в жир. Этот процесс называется липогенезом, и он может привести к накоплению жира в печени. Со временем это способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени и повышению уровня триглицеридов в крови. Оба эти состояния считаются серьезными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, без клетчатки, которая содержится в цельном арбузе, сахар из сока очень быстро попадает в кровоток. Это вызывает резкий скачок уровня сахара в крови,
а затем столь же быстрое его падение, что может привести к чувству усталости и раздражительности. Эти американские горки сахара могут оставить вас уставшими, вызвать желание съесть еще больше сладкого, а при регулярном употреблении привести к развитию инсулинорезистентности и набору лишнего веса. Организм начинает хуже справляться с сахаром, и это может стать началом метаболических проблем. То, что начинается как безобидная и даже полезная привычка, может незаметно подорвать ваш метаболизм и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, если не знать меры. Сладкий вкус арбузного сока может маскировать тот факт, что в одном стакане содержится огромное количество сахара. Это настоящий метаболический разрушитель, если пить его слишком много и слишком быстро, не задумываясь о последствиях. Поэтому умеренность и осознанность – вот что действительно важно. Наслаждайтесь соком, но делайте это медленно, в небольших количествах, и не забывайте о балансе в питании. Итак, сколько же полезно, относитесь к арбузному соку как к лакомству, а не к основному напитку. Для большинства взрослых небольшой стакан, примерно 150-200 мл, 5-7 унций, вполне достаточно. Пейте его с едой, а не на голодный желудок, чтобы замедлить усвоение сахара. Сочетание сока с клетчаткой, белком или полезными жирами помогает смягчить воздействие сахара. Для детей порции должны быть еще меньше, около 100-120 мл, 3-4 унции. Поощряйте пить воду для гидратации и есть целые фрукты для получения питательных веществ. Регулируйте свою порцию в зависимости от вашей активности и того, как себя чувствует ваше тело. Прислушивайтесь к своему телу. Если вы чувствуете сахарный обвал, уменьшите порцию. Никогда не пейте арбузный сок натощак. Наслаждайтесь им с едой или перекусом. Орехи, йогурт или тосты из цельнозернового хлеба – отличный выбор для замедления усвоения сахара. Разбавьте сок водой или газированной водой, чтобы вдвое снизить концентрацию сахара. Добавьте лайм или мяту для дополнительного вкуса и освежающего оттенка. После тренировки идеальное время для небольшого стакана, так как ваше тело может использовать сахара для восстановления. Всегда выбирайте свежий домашний сок вместо магазинного, который часто содержит добавленный сахар и меньше питательных веществ. Приготовление сока самостоятельно дает вам контроль над ингредиентами и свежестью. Умеренность и умное сочетание – вот что имеет значение. Арбуз – это не только вода и сахар, он полон питательных веществ. Это один из самых богатых источников ликопина, мощного антиоксиданта, связанного со здоровьем сердца и профилактикой рака. Арбуз также содержит L-цитруллин, который улучшает кровоток и может помочь в восстановлении мышц. Вы получите витамин С для иммунитета и витамин А для зрения и кожи. Даже белая корка съедобна и богата L-цитруллином. Попробуйте сок из нее для дополнительного питания. В некоторых культурах корку маринуют или готовят, используя весь плод. Арбуз – это кладезь питательных веществ, если вы употребляете его с умом. Арбузный сок подходит не всем. Людям с диабетом или преддиабетом следует быть осторожными. Его сахара могут быстро повысить уровень глюкозы в крови. Тем, у кого проблемы с почками, нужно следить за потреблением калия, так как арбуз богат этим минералом. Если у вас проблемы с усвоением фруктозы, арбузный сок может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Редко, слишком большое количество может вызвать ликопенемию, безвредное изменение цвета кожи из-за избытка ликопина. Урок. Умеренность и индивидуальная осведомленность – ключ ко всему. Всегда консультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем. Лучший арбузный сок начинается со спелого, тяжелого плода с кремово-желтым пятном на боку. Охладите арбуз перед отжиманием сока для получения холодного, освежающего напитка, лед не понадобится. Используйте только свежий арбуз, добавленный сахар не требуется. Измельчите мякоть для более густого, богатого клетчаткой сока или процедите для более легкой текстуры. Измельчение сохраняет больше клетчатки, что помогает замедлить усвоение сахара. Проявите творческий подход, заморозьте сок в эскимо, добавьте мяту или лайм, или сделайте арбузные кубики льда для газированной воды. Откажитесь от коммерческих соков. Они часто перегружены сахаром и лишены питательных веществ. Простая свежая подготовка раскрывает лучшее в этом летнем фрукте.
наслаждайтесь им как лакомством, а не как основным продуктом. Натуральное не всегда означает лучшее, и больше не всегда значит полезнее. Употребление большого количества арбузного сока, особенно натощак, может превратить здоровую привычку в риск для здоровья. Решение не в том, чтобы избегать его, а в том, чтобы наслаждаться им осознанно и в меру. Придерживайтесь небольших порций, сочетайте с едой и выбирайте свежий домашний сок. Разбавляйте при необходимости и всегда прислушивайтесь к сигналам своего тела. Арбузный сок может быть вкусной частью сбалансированного питания, если вы уважаете его силу. Пусть это будет лакомство, а не ваш основной напиток. Истинное здоровье исходит из осознанного, сбалансированного выбора, так что наслаждайтесь летом, делая каждый глоток с умом.